Сегодня разработчики выпустили небольшое и весьма странное обновление. В ходе моего рассказа вы поймете почему. Ну а также мы заденем, возможно, новые намеки на уже будущее обновление. Так что приготовились внимательно слушать и... сейчас бы нож кэшки, но они такие дорогие. Стоп! На Epic Drop'е ножи раздают совершенно бесплатно. Да, за прохождение Battle Pass'а Winter Blade дают гарантированный нож. Выполняешь простые задания, такие как сменить ник Стима, и уже на 15-м квесте забираешь тайную АВП. Ну а на 30-м и 45-м перчатки. А за последний квест, соответственно, нож. Лучше пусть до ножа, при условии, что выполнять задания можно всю зиму. А самое сладкое то, что пропуск стоит каких-то 600 рублей. Но по ссылочке в описании ты можешь забрать его совершенно бесплатно. Кстати, также на сайте появился новый режим скиногенератор, в котором каждый игрок может сгенерировать скин за 100 рублей совершенно бесплатно раз в 2 часа. Ну а если при пополнении используешь мой промокод, то получишь 15% скидку. Так чего же ты ждешь? Ссылочка в описании. Как ни странно, при всех косяках разработчиков и прочих странностей Valve, сегодня нас порадовали новым обновлением в CS2, которое можно было выпустить втихую и даже не сообщать о каких-либо изменениях, как это иногда делают разработчики. Если бы, конечно, не одно «но». Они скорректировали логику сравнения рейтинга в лобби, которая не давала возможность запустить режим премьер находящимся игрокам в лобби, если их рейтинг слишком отличался. Описание данного пункта, как обычно бывает у разработчиков, весьма туманное, но ясно одно. Если вы часто отыгрывали с определенным игроком в прошлом сезоне, то в новом, несмотря на высокое различие рейтинга, игра даст вам возможность запуститься в матч. И с одной стороны, это может быть и верное решение. Какая же это большая возможность для абьюза алгоритмов подбора, которая и так работает крайне паршиво. Далее, разработчики вдруг решили, что было бы неплохо в мини-профиль, который прикреплен к вашему персонажу в главном меню, добавить кнопку получения медали. Теперь, если вы получили 40-й уровень приватного ранга, вам будет проще ее заметить. Помимо этого, они пофиксили баг лобби, в котором неправильно отображались выставленные медали. Ведь ранее, находясь в самом лобби, если вы выставляли новую медаль, она попросту не менялась, а оставалась старая. И тут, ребята, самое интересное. Данный баг произошел после добавления в игру медалей премьера. До этого коду панорамы не требовался новый параметр Type для корректировки отображения, который служит для разделения подвидов медалей. Хотя разного типа медали существовали в игре и до появления сезона в премьере. И есть небольшое подозрение, что в будущем либо нас ждут новые медали, которые имеют дополнительный функционал, как в премьере, либо же разработчики добавят возможность смотреть чужую статистику медали премьера. Ну а далее по мелочи. Исправили изображение радара на карте Dust 2 и исправили ошибку предсказания урона, которая начинала деградировать при использовании кнопки перезарядки и осмотра оружия. А теперь, ребята, небольшой прикол. Вот мы видим обновление, которое фиксит некоторые мелкие и незначительные баги. Хотя в игре есть также куча других вещей и посерьезней. Но при этом разработчики знают, как это пофиксить, и труда большого это не составляет. Взять, к примеру, пресеты для нашивок у агентов операции. Вы только вдумайтесь, 71 пресет сломан в игре. Из всех агентов, что представлены в самой игре, лишь 4 не имеют каких-либо проблем. А ведь это касается не какого-то глича в меню или съехавшей кнопки. Это предмет, который стоит денег в игре, и он поломан. Ну а для тех, кто не въехал, поясню короче. Вы можете нацепить нашивку на агента, и она попросту не будет отображаться. И вы не подумайте, сейчас я поднял данную тему не для того, чтобы повозмущаться. У меня в голове возникли две мысли. Либо разработчики реально
специально и дальше продолжают игнорировать все репорты по ошибкам игры, даже если им суешь их под нос. Или же они специально не фиксят данную проблему, потому что собираются ввести новую систему нашивок, дабы не переделывать и фиксить старый вариант, ведь в будущем они планируют выпустить что-то новое. Но это так, пища для вашего размышления. На этом, пожалуй, все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!